Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами сделаем вот такую бутоньерку на детский праздник. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим. Такие цветы можно делать из любой ленты. У меня эта лента 4 сантиметра. И мне понадобятся отрезки, квадратики 4 на 4. Если у вас лента 3 сантиметра, значит 3 на 3. Я покажу, как делать лепестки, а также листочки. Для моего цветочка мне понадобится 14 лепестков. И я воспользуюсь горячим ножом. И нарезаю квадраты 4 на 4. Беру квадратик ленты, кромка у нас остается по краям, и подрезаю уголки с одной стороны и с другой стороны. Затем беру зажигалку, обжигаю края и немного растягиваю. Вот что у нас получается. Затем беру пинцет, под углом хватаю лепесток и закручиваю его. Закручиваю до середины. Хватаю со второй стороны, снова закручиваю и перехватываю лепесток вот таким образом. Теперь мне надо немного подрезать лепесток и закрепить. Я воспользуюсь горячим ножом. Вот что у меня получается. И сейчас покажу, как поступить, если у вас нет горячего ножа. Также подрезаем уголки, обрабатываем края. Под углом заворачиваем один край. Под углом заворачиваем второй край, перехватываем пинцетом, подрезаем лишнее ножницами и закрепляем зажигалкой. Получается такой же результат. Делаем необходимое количество лепестков. Листики можно делать из широкой ленты, из узкой ленты. Я вам покажу оба варианта. Я на глаз вот так подгибаю ленту 8-10 сантиметров. Перехватываю под углом пинцетом. Вот таким образом. И закрепляю край. Подрезаю лишнее и закрепляю. Вот что у меня получается. Затем вот так разгибаю лепесточек, перехватываю и снова на машинке лишнее обрежу и закреплю. Чтобы лепесток был более таким плоским, я его снизу подогрею и разверну. И теперь сделаю маленькие надрезики. Такие листики очень красиво смотрятся в композиции. Вот что у нас получается. Сейчас покажу из широкой ленты. Я также ленту перегибаю пополам. Здесь можно больше листики, меньше. И также перехватываю пинцетом. Если у вас нет ножа, подрезаем ножницами и затем зажигалкой закрепляем. Я воспользуюсь горячим ножом.
И делаем надрезы. Небольшие надрезы. Так, сейчас возьму другие, или этими ножницами тоже годится. У меня кончики у этих ножниц не совсем острые. Это если у вас нет горячего ножа. И обжигаем. Вот что получается. Для цветка мне надо сшить 2 ряда из 7 лепестков. Причем лепестки складываю вот таким вот образом. И собираю на нить все 7 штук. Соединяем первый и последний лепесток. Причем один ряд мы затягиваем полностью. Это верхний ряд у нас будет. Нижний ряд мы оставляем небольшое отверстие. И закрепляем. Два ряда лепестков у нас готовы. И нижний ряд мы подклеим на отрезок фетра. У меня это 25 миллиметров. Ровно все располагаю. Наношу клей. И подклеиваю. Даю закрепиться. Верхний ряд подклею в шахматном порядке. Также наношу клей. И ровно располагаю. Немного надавливаю внутрь, чтобы цветок был пышным. И даю закрепиться. На фетр я закрепила мононить. Можно брать тонкую ниточку. И теперь буду подшивать бусины в середину. Количество бус это уже зависит от вашего желания. Итак, я украшу серединку. Продолжаю работу. Моя серединка готова. И теперь я подклею 2 листика, чтобы они немного выглядывали между лепестками. Подклею их сначала вместе. И красиво расположу. Края листиков обязательно подклеить к цветочку, чтобы у нас фетр не выглядывал. И даем закрепиться. Для завязочек я буду использовать тонкую ленту в цвета, которые я использовала для листиков и цветочка. Также вырезаю небольшой круг, диаметр, чтобы подходил, все нам скрывало. Обязательно обработать огнем по всему диаметру и подклеиваем ленты. И даю закрепиться. Располагаем завязки под цветком, при этом примеряем на руку, чтобы вот с этой стороны у нас были завязочки, листики были сверху, немного в бок. И когда мы все примерили, подклеиваем. Понемногу наносим клей, даем закрепиться и переходим к следующей части. И все, закрепляем. Не забываем подрезать края лент. Можно на разном уровне. И, конечно, обработать огнем. Из ленточек я завязала красивый бант. И вот так бутоньерка будет смотреться на руке. Такие бутоньерки получит каждая девочка на празднике. А на сегодня все. Надеюсь, видео понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое.
Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.